Вы замечали, что каждый раз, когда кто-то заболевает, обязательно найдется человек, который скажет «съешь чеснок, и все пройдет». Этот совет звучит настолько часто, что стал почти медицинским мемом. Но правда ли чеснок действительно укрепляет иммунитет и помогает при вирусах? Или это просто очередной миф? Сегодня разберемся, как чеснок влияет на иммунитет, откуда взялась его слава народного антибиотика, почему он помогает не всем. И главное, как превратить обычный зубчик чеснока в настоящее лекарство. Подпишись, если хочешь есть вкусно и полезно, без всякой ерунды. Здесь на канале простые советы о еде, которые реально работают. Чеснок– одно из древнейших лекарственных растений. Используется не только как приправа, но и как мощное природное средство для укрепления иммунитета, профилактики инфекций и улучшения обмена веществ. Но полезен он не сам по себе, а благодаря веществу под названием аллицин. Именно аллицин отвечает за антивирусное, антибактериальное и противогрибковое действие чеснока. Важный момент. В свежем чесноке аллицина нет. Он появляется только после того, как зубчик измельчают или раздавливают. Внутри чеснока есть два отдельных компонента– аллин и фермент аллиназа. Когда клетка чеснока повреждается, они соединяются, и в результате реакции образуется активное вещество аллицин. Это и есть то, ради чего вообще стоит есть чеснок. Если вы просто глотаете зубчик целиком, эффекта не будет. В желудке фермент разрушается, и аллицин просто не успевает образоваться. Чтобы чеснок стал лекарством, его нужно измельчить и подождать. Дайте ему постоять 10-15 минут, чтобы реакция прошла. После этого можно использовать чеснок в еде, жарить, запекать, варить. Аллицин не боится температуры. Простая пауза в 10 минут делает из обычной приправы биологически активное средство. Теперь немного о науке. Исследования показывают, что прием выдержанного экстракта чеснока в течение 45 дней снижает интенсивность симптомов простуды. Люди реже жаловались на температуру, ломоту и головные боли. Количество пропущенных рабочих дней из-за болезни заметно сократилось, а выздоровление наступало значительно быстрее. То есть человек действительно болел реже, легче и быстрее восстанавливался. Это не чудо и не народная магия, а вполне задокументированный физиологический эффект. Как это работает? Аллицин усиливает активность клеток-киллеров. Это особые иммунные клетки, которые уничтожают вирусы и бактерии. Можно сказать, что чеснок не просто повышает иммунитет, а делает его более точным и быстрым. Но как и в любой системе, важно не только одно звено. У людей с полноценным сбалансированным питанием количество активных клеток-киллеров в 1,5–2 раза выше, чем у тех, кто питается случайно и нерегулярно. То есть чеснок не заменяет здоровый рацион, он работает только на его фоне. Это не таблетка, которая все исправит, а инструмент, который усиливает уже существующую систему защиты. Теперь о формах чеснока. Начнем с самой очевидной, свежей. Это лучший вариант, если вы готовы мириться с запахом. Главное – измельчить, подождать 10-15 минут и использовать. Все просто. Если вы хотите уменьшить запах, можно добавлять чеснок в готовые блюда после приготовления или смешивать с растительными маслами. Но только не делайте домашние настойки. Следующий вариант – черный чеснок. Сейчас он активно рекламируется как суперфуд. На деле биодоступность аллицина в нем ниже, чем в обычном чесноке. То есть пользы для иммунитета почти нет. Это скорее деликатес с мягким вкусом, чем лечебный продукт. Дальше сухой чеснок. Он сохраняет часть полезных веществ, но при попадании в желудок фермент, который должен вырабатывать аллицин, разрушается. Работать такие добавки начинают только если они заключены в специальные энтерорастворимые капсулы. Эти капсулы проходят через желудок и растворяются уже в кишечнике, где условия позволяют образоваться аллицину и начать действовать. Но и здесь есть важный момент. Исследования показали, что большинство чесночных добавок работают слабо, потому что из них выделяется слишком мало активных веществ. Аллин и фермент аллиназа очень чувствительные соединения. При сушке, нагревании, контакте с воздухом или кислой средой желудка они быстро разрушаются, и аллицин просто не успевает образоваться. У разных производителей разные технологии, и часто ферменты просто не доходят до кишечника, где должны сработать. К тому же нет единого стандарта для таких БАДов, поэтому на упаковке может быть написано «экстракт чеснока», но реальное содержание полезных соединений никто не контролирует. Это значит, что от большинства капсул толку мало. Если уж выбирать чесночные БАДы, то только проверенные и с четкой маркировкой, с указанием, что капсула растворяется именно в кишечнике. Есть еще чесночное масло. Его делают, настаивая измельченный чеснок на растительных маслах. Но здесь много рисков.
Содержание активных веществ зависит от способа приготовления, и оно может быть очень низким. Кроме того, при неправильном хранении чесночное масло становится источником ботулизма, опасной инфекции, которая может закончиться трагично, особенно для детей. Поэтому домашние настойки на чесноке – плохая идея. А вот выдержанный экстракт чеснока – это то, что чаще всего упоминают в научных работах. Его готовят долго, от 1,5 лет. Чеснок настаивают в 20% спиртовом растворе, и за это время в нем образуются соединения, обладающие сильным иммуномодулирующим эффектом. В нем уже нет аллицина, но есть другие активные вещества. Принимают такой экстракт в дозировке от 0,6 до 1,2 грамма в сутки. Превышать нельзя, возможно токсическое воздействие на печень. Теперь важный момент. Чеснок работает только при регулярном приеме. Исследования показывают, что краткосрочный курс или случайное употребление эффекта не дают. Минимальный срок – 45 дней, оптимальный – от 1,5 до 3 месяцев. Это как тренировка. Чтобы мышцы стали сильнее, нужно время. Так и с иммунитетом. Есть несколько простых правил, которые помогут получить максимум пользы. Первое – не сочетайте чесночные капсулы с белковыми или зерновыми продуктами. Белки и углеводы замедляют переваривание, оболочка капсулы может разрушиться раньше времени, и действующее вещество не успеет попасть в кишечник. Лучше принимать с овощами или фруктами, они обеспечивают нужную кислотность и ускоряют всасывание. Второе. Не ждите эффекта через неделю, иммунитет не включается по кнопке. Теперь о запахе. Да, это главный барьер для большинства людей. Серосодержащие соединения из чеснока действительно выделяются через дыхание и кожу, но это можно контролировать. Исследования показывают, что яблоки, шпинат и мята помогают снизить запах. Они содержат вещества, которые связывают эти соединения и нейтрализуют их. Можно просто добавить зелень в рацион, а после еды прополоскать рот разбавленным яблочным уксусом или пожевать петрушку. Главное, уксус должен быть разведенным, чтобы не повредить эмаль. Теперь немного о безопасности. Чеснок не всем подходит. Он противопоказан людям с язвой, гастритом и повышенной кислотностью, а также при тяжелых заболеваниях печени. У беременных и детей только в пищевых дозах. Даже натуральный продукт может быть вреден, если есть противопоказания. Поэтому прежде чем начинать курс добавок или экстрактов, проконсультируйтесь с врачом. Подведем итоги. Чтобы чеснок действительно помог иммунитету, нужно соблюдать простые правила. Первое. Измельчить зубчик и дать ему постоять 10-15 минут. Второе. Употреблять регулярно, курсом 45-90 дней. Третье. Сочетать с нормальным питанием, потому что баланс важнее количества. Четвертое. Если выбираете добавки, ищите энтерорастворимые формы. И пятое. Не забывайте о запахе. Его можно уменьшить, если сочетать чеснок с яблоками, зеленью и шпинатом. Чеснок не волшебная таблетка и не универсальная защита от вирусов. Но при правильном употреблении он действительно помогает иммунной системе работать стабильнее и эффективнее. Можно сказать, что это не лекарство, а катализатор здорового образа жизни. Если хотите разбираться в питании не по слухам, а по фактам, подпишитесь на канал, поставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кто все еще считает, что чеснок лечит все. Здесь вы узнаете, как использовать науку в повседневной еде, без мифов, но с результатом. Ешь с умом, живи дольше. До встречи в следующем выпуске.